Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что происходит, что намечается, куда двинется мир, фондовый рынок и какие движения по доллару, нефти, золоту, рублю и другим активам предполагаются сейчас вечером на вечерней сессии. Так, ну во-первых, намечается охлаждение между Европой и Китаем, вполне ожидаемо, слишком большое пересечение между ними. И, кроме того, Европа сама хочет быть лидером зеленой энергетики, а Китай, он, соответственно, представляет конкуренцию и в ближайшие годы, ну даже, скажем так, 5-10 лет, скорее всего, именно Европа и Китай очень сильно схлестнутся на почве зеленых технологий. Так, друзья, далее вот интересная информация. Министр экономики оценил динамику инфляции в России. Соответственно, то есть в 2021 году инфляция ожидается 4,3%. Сегодня под вечер вышли очень интересные данные. Это индекс цен производителей в России, PPI, год к году. Ну и последнее значение, которое вышло сегодня, 27%. То есть индекс цены производителей, они выросли практически на 30% за год. Но на самом деле есть абсолютно четкое статистическое наблюдение, что тот уровень инфляции, который ощущают люди, в наибольшей степени коррелирует именно с этим показателем. Не с тем, что они там насчитали по инфляции, а именно с индексом цен производителей. Потому что вся остальная пляска, она идет именно от индекса цен производителей. Непонятно, почему здесь одна звездочка стоит, но мне кажется, это не совсем справедливо. Так, друзья, ну давайте дальше посмотрим, что тут у нас сегодня навыходило. Индекс цен производителей в Германии месяц к месяцу, здесь месяц к месяцу 0,8%. В России месяц к месяцу, по-моему, 2,4-2,7%. Все равно в несколько раз больше, чем в Германии. Ну вот, да, если его вызвать, получается PPI, индекс цен производителей 2,7% в месячном выражении от месяца к месяцу или почти 30% в годовом выражении. В Германии PPI находится на уровне 0,8 в месячном выражении и 5,2 в годовом выражении. То есть в Германии рост цен производителей, то, что отпускают, оно получается почти в 6 раз меньше, чем в Российской Федерации. Это напрямую влияет на то, как инфляция она набирает обороты и даже в большей степени, как люди ее ощущают. Так, далее. Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Соединенные Штаты. Важная характеристика. Но на самом деле не совсем понятно, почему она важная. И здесь она вышла в районе того же значения, которое и предполагалось. Но смотрите, здесь идет тренд на снижение новых заявок. Но тем не менее, вот этот показатель, он в меньшей степени конкурентен с теми событиями, которые происходят в экономике и в ее восстановлении. Потому что здесь есть масса факторов, которые влияют на то, что эта величина выйдет либо больше, либо меньше ожиданий. И поэтому, с одной стороны, его все ждут, ему присваивают 3 звезды, как хорошему коньяку. Но на самом деле, по моему убеждению, этот фактор, он не столь значим. Если он очень сильно отклоняется в любую сторону, тогда да, можно говорить, что он оказывает влияние. Текущее значение, с моей точки зрения, особо никакого влияния ни на что не оказывает. Так, ну и вот индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Ну и здесь вот печалька. Печалька, значительная просадка по сравнению с предыдущим значением на треть или почти в 2 раза. Ну и по сравнению с прогнозом очень сильное снижение. Вот это, конечно, достаточно негативный фактор, который может усугубить ту ситуацию, которая создалась на рынках. Так, ну вот возвращаясь к российской новостной повестке, в Германии изучат призыв отказаться от поддержки Arctic SPG-2. Но смотрите, здесь ситуация с моей точки зрения следующая. Она достаточно прозрачная. Я не совсем понимаю, ну как многие люди не могут, скажем так, в это проникнуть и взять это на вооружение. Вот Северный поток-2, с моей точки зрения, он для России, именно для государства, наверное, все-таки не столь важен с экономической точки зрения. Я не берусь судить относительно
там каких-то политических моментов и степени влияния, но с точки зрения экономики, именно для государства, по моему убеждению, этот проект, который не нужен для России, он убыточен и так далее и тому подобное. Но для Германии это как раз он очень нужен и с экономической, и с политической точки зрения. Потому что, во-первых, Германия получает возможность задешево качать газ, и она получает возможность стать фактически газовым хабом в Европе. То есть Северный поток-2, он нужен Германии. Это именно Германии нужен Северный поток, чтобы тот газ, который более дешевый, он все-таки дешевле, чем то, что идет через СПГ, чтобы его на себе замкнуть и его распределять по Европе. Поэтому на самом деле Германии вот эти всякие СПГ Арктик ей, они не то что не нужны, они, возможно, даже ей будут мешать в части реализации ее планов по энергетическому контролированию Европы. Так, ну и вот касательно Северного потока. Северный поток-2, там немецкие зеленые категорически против. Они там демонстрации проводят, шум, что там Северный поток-2, он там все это самое Северное море испортит. Но мне кажется, экологические проблемы вот этих газовых всяких труб, они несколько преувеличены. Вот, Соединенным Штатам действительно этот Северный поток мешает в определенной степени. Но здесь надо четко понимать, что он мешает Соединенным Штатам не в связи с тем, что там России навредить или зло какое-то сделать. Я думаю, здесь дело в другом. Дело в том, что Соединенные Штаты не заинтересованы в усилении Германии. Германия как раз и идеологический, и экономический конкурент Соединенных Штатов. И это надо четко понимать, потому что именно в той Европе, которая консолидированная, которая большая, в ней с экономической точки зрения рулит Германия. Зеленый поток делает Германию хабом и дает ей более дешевый газ. И поэтому американцы всеми путями пытаются мешать строительству, доведению до ума этого Северного потока. Здесь вопрос не связан с Газпромом, не связан с тем, что в какой-то степени связан с тем, что будет более дешевый газ поступать в Европу. Он все-таки немножко в любом случае, практически при любом раскладе будет дешевле СПГ. Но здесь именно ключевой момент, что борьба с Северным потоком-2 это борьба Соединенных Штатов против укрепляющейся экономики и политики Германии. Так, друзья, давайте к американской повестке мы перейдем, немножко ее посмотрим. Здесь две есть статьи, которые с моей точки зрения наиболее интересны. Первая это Don't fear the tape, Fed to dominate Treasury's market for years. То есть не волнуйтесь, Fed продолжит выкупать облигации, выкупать активы, и этот процесс будет бесконечный. Здесь есть разные точки зрения, что Федеральная резервная система где-то ближе к осени она попытается сократить выкупаемые активы и тем самым сдавит денежную массу, и это приведет к тому, что развернется новая волна кризиса, и мы получим полноценное W-образное движение. И вторая точка зрения заключается в том, что Фед действительно будет до бесконечности продолжать скупать эти облигации до треска, и когда будут возникать проблемы с инфляцией, они просто начнут потихонечку, но внезапно увеличивать процентные ставки. Две точки зрения. Я вообще считаю, придерживаюсь точки зрения, что здесь события будут развиваться по наиболее худшему сценарию. Я сейчас поясню почему. Вот смотрите, следующая статья, которая заключается в том, что вот эта инфляция, которая сейчас имеет место быть, она приходящая. Там есть разные объяснения, то, что рынок недвижимости начинает остывать, это является подтверждением. И то, что другие там показатели начинают падать, и то, что сырье сейчас уйдет в консолидацию и так далее. Но здесь проблема заключается в том, что инфляция, она такая штука, если рассматривать на историческом горизонте, когда она начинала расти, она очень часто приобретала неконтролируемый характер. То есть Федеральная резервная система в текущей своей деятельности, она упускает исторический опыт, который заключается не в том, что надо подкручивать определенные индикаторы, а в том, что все-таки надо как-то
немножко стратегию кардинально видоизменять, когда начинаются такие проблемы. Потому что проблемы, с моей точки зрения, уже начались. И они заключаются в том, что денег перезалили. И на текущий момент возникает ситуация, когда начинает расти все подряд. В этом, с одной стороны, есть для ФРС и положительный момент. Можно надувать и сдувать пузыри на крипте той же, на других активах, которые желательно, чтобы не были сильно связаны с какими-то инфраструктурными вопросами, там, пенсионными фондами и так далее. Вот. Это даже наоборот разгружает избыточную денежную массу. Но практика показывает, что вот эта ситуация, когда она начинает разворачиваться, она приводит к тому, что сначала судорожно делают одно действие, а потом начинают судорожно делать другое действие. По логике вещей, если инфляция действительно совершенно выходит из-под контроля, самый простой, наиболее надежный вариант – это, конечно же, поднять ставки. То есть это быстро и очень эффективно сработает. Сразу начнется остывание, рынки, правда, рухнут, но ничего страшного. Дальше, соответственно, когда вроде как инфляция побеждена, можно попытаться по-другому рынок охладить уже на более среднесрочной перспективе. Это ставку либо немножко отпустить, либо оставить как есть и потом начать постепенно снижать скупку активов. Вот мне кажется, такой сценарий, он скорее всего реализуется, и он будет самым трэшем. Потому что он приведет к тому, что вот этих донышек в обвале, их может быть не одно, а два дополнительных. Там купи одно дно и второе получи в подарок. Так, друзья, ну далее крипта как опережающий индикатор. Но смотрите, на самом деле здесь вот если ориентироваться на эфир, ситуация обстоит, в общем-то, достаточно позитивно. Несмотря на этот обвал, есть все шансы к тому, чтобы отскок развернулся, и мы в ближайшее время, куда-то сюда, как минимум задерка, как максимум вообще возврат. Я думаю, ФРС такие движения понравились в плане того, что сколько денег можно сжечь. Всего лишь за месяц можно там под откос спустить 1,2-1,3 триллиона долларов. Так, доллар эфириум. Здесь, с одной стороны, мы вышли из канала и еще не вернулись выше 3000. Но те сделки, которые пошли в этом диапазоне, они указывают достаточно высокую вероятность отскока и дальнейшего движения наверх. Опять же, обращаю внимание, 1850. Если он пробивается, то это уже действительно тогда будет процесс на долгое время необратимый. Движение вниз, возможно, даже на 470. Так, друзья, далее S&P. S&P сегодня отскакивает, несмотря на то, что по ФРБ Филадельфии вышли не очень хорошие данные, но тем не менее он вполне уверенно выходит вот в этот диапазон консолидационный. И я считаю, что это достаточно позитивный момент, потому что вот этот штопор, который здесь мог развиться, он не реализовался. То есть да, есть вероятность того, что будет откат, пробитие и уход сначала на 3900, потом ниже. Но сейчас, вот с учетом сегодняшнего движения, эта вероятность снизилась. То есть здесь все больше похоже на то, что будет консолидация, возможно затяжная. Так, ну и VIX всецело подтверждает позитивный настрой. Развитие движения вверх не произошло. Если он еще сегодня закроется ниже 20, то вообще будет шикарно. Так, друзья, далее индекс доллара, от него сегодня либо завтра ждем пробитие 89,7. Если такое пробитие происходит, то очень быстро будет отработана цель 89,2, которая проходит вот здесь. Так, друзья, ну и далее нефть. Сегодня страсти кипят, да и вообще последние дни здесь будь здоров, что творится. Правда, там волшебные физики сделали ставки на рост нефти. Тем не менее, иранская сделка начинает реализовываться. Иран по недельному и месячному таймфрейму действительно по нефти рисуется полный ужас. Ну и сейчас вот предполагается закрытие ниже 66.25, что было бы не очень хорошо. Переходя на дневной таймфрейм, здесь можно увидеть страшную картину, как это три вороны или как это еще называется. Но на самом деле уровень пробили, это плохо, но с другой стороны, как бы вот еще остается последний шанс, это 64,5, 64,6. Если вот этот диапазон удержится, то в течение нескольких дней весьма вероятно будет отскок
и закрепление выше уровня 66.25. Сейчас 20:38 по московскому времени и идет борьба за уровень 65.25, 65.1. Но сейчас на текущий момент мы с вами видим, как осуществляется тестирование вот этого уровня на пробой. Соответственно, если уровень пробивается, то движение пойдет уже на 60,5-60, вот сюда, вот в этот диапазон. Если мы сейчас удерживаемся, то весьма вероятно будет подъем и закрепление выше 66.25. Но опять же, вот на часовике сейчас идет тестирование на прочность уровня 65.3, 65.2. Соответственно, если этот уровень и диапазон, который находится под ним, устоят, то по нефти все будет хорошо, и завтра мы увидим отскок. Цель этого отскока будет 68,7. Так, друзья, далее золото, можно сказать, на сегодня цель 1886, она практически сделана. И сейчас на текущий момент, если здесь возникает пробой 1875-1873, то по золоту мы увидим откат, цель которого движения будет вот сюда, вот 1868. Сейчас на основании той информации, которая от ФРС исходит, такое движение вполне может произойти, но я думаю, все-таки больше вероятность того, что золото либо консолидируется в этом диапазоне, либо отсюда будет задерг и движение с целью потестить 1891,3, вот этот уровень, который здесь образовался локальный. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, здесь пробили вот этот диапазон, соответственно, открывается дорожка движения вот сюда, вот в район 73 для начала. Вопрос только в том, как это будет реализовано и будет ли реализовано. Пока как бы вот это движение, оно у меня вызывает достаточно большие вопросы. Несмотря на то, что нефть все-таки дорога и уже налоговый период наступает. Но тем не менее здесь те сделки, которые происходят, они указывают на то, что в любой момент может произойти отскок с целью движения на 74,1. Дальше по ситуации. А сейчас, если переходить к часовому таймфрейму, мы с вами видим, что не дают пробить уровень 73,5. То есть вот это движение на 73,5 оно состоялось, но пробоя 73,5 не происходит. Проколы были, эти проколы тут же выкупают и загоняют его наверх. Здесь, как мне видится, наиболее вероятный сценарий сейчас это движение с целью потестить 73,6. Сценарий этот не сработает, если сейчас будет повторный откат вниз на укрепление рубля и пробой 73,5. Если такое происходит, то у нас на сегодня уже следующая цель движения будет 73,33. Вот сюда вот. Друзья, ну в общем-то все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, на YouTube канал, на Telegram канал. Удачных торгов и всего самого лучшего.